Топ-5 ТВ-боксов до $50 на зиму 2026 года, ну вообще уже на 2026 год. Самое интересное, что в этом топе вы не увидите привычные вам ТВ-боксы, их просто уже нет в этом топе, потому что они сейчас стоят в 2 раза дороже, чем они были осенью. Рост памяти привнес свои коррективы, и OpenAI с их искусственным интеллектом, в том числе выкупив 40% всей памяти до 2029 года, даже которую еще произведут. Поэтому на канале Технозон топ-5 девайсов до $50. Поехали. Мы на главной страничке нашего канала. Пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Топ-5 различных девайсов вы всегда можете найти на нашем канале. И, конечно же, очень много разных обзоров. А ссылки на проверенных продавцов, на промокоды, если вы закупаетесь на aliexpress.com, и на, конечно же, обзоры, потому что мы делали обзоры на все эти ТВ-боксы, лежат в описании под видео. Мы начнем с последнего места. На последнем месте Vontar X3, Vontar X4, они еще держатся, хотя уже приблизились к верхней планке $50, то есть верхней планке этого топа. 43.20 за Vontar X3, 47.05 за Vontar X4. Да, это ТВ-боксы не самые новые, но они под прошивку Slim, либо любую прошивку. На Vontar X3 существует еще и портированная прошивка Yugus, очень старая, но она есть, и это два ТВ-бокса с немножко разными процессорами. Vontar X4 это iMlogic S905X4, Vontar X3 это iMlogic S905X3, оба с 1000 мегабитным LAN. Это, кстати, вот одни из тех ТВ-боксов с 1000 мегабитным LAN, которые есть до $50. У них нет сертификации, и тут я сразу же должен вас предупредить, скажем так. Дело в том, что в 2026 году все больше и больше ТВ-боксов будет подвергаться блокированию официального клиента YouTube Android TV. Да, сторонние клиенты будут работать, и вы, выбирая несертифицированный ТВ-бокс, должны это понимать. Я вас должен предупреждать теперь каждый раз. Поэтому эти ТВ-боксы интересны тем, что у них нормальная формула памяти. Если брать 4х32, то это уже нормально, то есть это $43. В X4 тоже минимальный советую брать 4х32. Прошивочки Slimbox на них существуют. Здесь iMlogic S905X3, достаточно старый процессор, но вот именно до сих пор нормально работающий. Нет кодека AV1 на нем, но все остальное просто шикарно работает в том плане, конечно же, если приложить на него руки. Да, может быть, доработать охлаждение, да, перепрошить. Но тут уж выбирать вам. Потому что сертификаты в такой, допустим, ценовой категории не будут настолько мощными, как эти. На 4-м месте Vontar R5, и он так залетел в наш топ. Версия 4х32 стоит $35. Конечно же, под прошивку Slimbox. Объясню сразу. Это Realtek 1325. Шикарный именно чип по своему отображению, по своему изображению, которое он выдает на телевизор. Контрастное, яркое, при этом имеет AI-PQ. Это вот именно, вернее, AI-SR и AI-PQ, улучшение низкобитрейтных видео. Ну, в принципе, я скажу, очень-очень адекватный ТВ-бокс. А если учитывать, что он стоит таких денег, то, ну, извините меня, это действительно очень хорошо. Что интересно, заявляют про HDR10+, и он есть. Наконец-то компания, которая выпускает эти ТВ-боксы, в частности, это бренд Rocktech, клепает эти ТВ-боксы как OEM-плату, Vontar его купил. Это облегченная версия RTX2, по сути. Здесь 100 мегабитный LAN, Mali G57, и вот я на него сделал обзор, и советую посмотреть. В низшем ценовом сегменте это один из самых перспективных и интересных ТВ-боксов, с учетом того, что уже на него есть Slim прошивки. А на 3-м месте у нас RTX 2, либо Nexon X11 в Украине. Объясню, в чем разница. RTX 2 это, скажем так, базовая версия, которую продали, когда мы принимали участие в разработке этих дел. Ее продали без HDR10. Именно почему она дешевле стоит. Она $43.50 стоит на текущий момент. Версия 4х32 и 4х64 стоит $46.40. В ней хуже охлаждение, чем Nexon X11. Nexon X11 это для украинского рынка. И в ней нет HDR10+, то есть если вы в базе его возьмете, то HDR10+ нет. Можно, в принципе, попробовать Nexon X11 прошивку накатить, но это дело такое. Но есть Slimbox прошивка, и этот ТВ-бокс действительно интересен со Slimbox прошивкой. 1000 мегабитный LAN, Realtek 1325 процессор с улучшением изображения, с хорошей передачей, но здесь нет Dolby Vision. HDR10, ну и в теории, если вы, допустим, в Украине захотите купить Nexon X11, то HDR10+, ну просто Nexon X11 здесь вываливается за $50. Но используя промокод Технозон, вы получаете еще и предоплату, допустим,
допустим, на год украинских стриминговых сервисов, 6 месяцев плюс 6 месяцев Nexon и Свит ТВ, и у вас получится очень даже хорошее соотношение. То есть, если посчитать эту предоплату в цене, то тут еще дешевле намного, чем RTX 2 получается. Да? Достойные ТВ-боксы, прошивки дорабатываются. На текущий момент они действительно становятся очень интересными. Ну, я вам скажу так, под него, конечно же, лучше подкупить сразу нормальный пульт. А если вы остановитесь на RTX 2, то придется дорабатывать охлаждение. Вон, именно в Nexon X11 там не нужно дорабатывать охлаждение. Там охлаждение на всю плату, там вообще там просто такая мощная пластина теплоотводящая. Там сделано охлаждение хорошо. Но эти ТВ-боксы действительно интересные. Делал на них обзоры, они уже попали в топ именно до $50. Сейчас вы спросите, где Kick PKP1, где все вот эти вот Xiaomi TV-боксы. Я думаю, что вы давно не были на AliExpress. Давайте KP1, потому что это место обычно занимал Kick PKP1. Kick PKP1 давным-давно стоит дороже $50. Дешевле $50 его найти невозможно. Уже все, его нет. Его просто-напросто нет. Дальше вы спросите меня, возможно, про Xiaomi TV Box 3 ревизии, потому что вы его сегодня не увидите. Давайте, Xiaomi TV Box 3 генерации. Цены на него сейчас вывалились за $50. И никакие промокоды сейчас это не исправят. Цены на DDR4 память просто бьют рекорды. Поэтому на втором месте у нас Micool KM7 Plus, сертифицированный на Android 11, iMlogic S905Y4 с Netflix, потому что зачастую вы за ним гоняетесь, да, то есть за $47 вы можете его взять. Смотрите, изначально этот TV-бокс идет HDR10+, VP9, AV1 кодек, Netflix сертифицирован, у него достаточно нормальный процессор и пульт, которым можно управлять, допустим, дополнительными опциями вашего телевизора. Есть встроенный Chromecast, полноценно работающий. На 4 ПДА даже когда-то выкладывали старую прошивку, где на нем Dolby Vision работал, но я не могу про это говорить, вот, фактически я не признаю, что это есть. 2/16 у нас формула памяти и, в принципе, адекватный, хороший, сертифицированный TV-бокс под Samsung телевизоры, под старые телевизоры. Отлично подойдет, если вам нужен полный сертификат, в котором будут работать все сертифицированные сервисы, потому что у него есть Dolby Audio, и тут как бы вот вопросов нет. Но на первом месте у нас единственный TV-бокс, который есть Dolby Vision, сертифицированный, это Google Xiaomi TV Stick второй генерации, Xiaomi TV Stick 4K второй генерации, то он под самый уже там под $50, если его сейчас не успевать покупать, то вот он будет дороже 50 уже в очень скором времени. Да, 2/8. Да, iMlogic S905X5M. Да, здесь новый процессор с AI, SAR, с фишками искусственного интеллекта. Он на Google TV, нормальный себе такой стик, я вам скажу, пользовался с Dolby Vision, HDR10+, с Chromecast. Это, честно вам скажу, стриминговый стик. Я не скажу, что на нем там супер можно разворачивать какие-то медиатеки. Нет. Это конкретно стриминговый ТВ-стик для онлайн-просмотра с Wi-Fi 6, на Google TV, с работающим Chromecast, с пультом, которым можно управлять дополнительными опциями вашего телевизора по типу включения-выключения внешних источников и регулировки громкости. И он действительно адекватно за свои деньги еще держится. То есть лучше ничего сейчас не найти. Вы можете написать свой вариант, что можно купить на AliExpress на текущий момент. Но это действительно проблема, ребят. Проблема, и дальше будет хуже. Поэтому стремимся уже сейчас хоть как-то заполнить этот вакуум до $50. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.